никогда не догадаетесь, где я. Никогда не догадаетесь, где я. Никогда не догадаетесь. Никогда не догадаетесь, где я. Я боюсь, что вы не догадаетесь. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и сегодня я начинаю серию видео о моих итальянских каникулах. Солнечных, вкусных, местами уставших, зато очень живых. Это путешествие без четкого плана, но с кучей впечатлений, спонтанных разговоров и зарождающейся любовью к городам, к которым раньше я была совершенно равнодушна. И это первая глава. Поехали! Первый город, в котором я оказалась, это Милан. Честно скажу, Милан меня никогда не интересовал. Я никогда не хотела туда поехать. Просто так сложились обстоятельства, что я там оказалась, что с Милана началось мое путешествие. И каково же было мое удивление, когда я увидела этот город своими глазами. Симпатия к нему у меня зарождалась очень постепенно. В первый день я говорила что-то вроде город как город, ничего особенного. На следующий день я сказала, что, кажется, Милан начинает мне нравиться, и, возможно, я даже начинаю в него влюбляться. А в последний день я сказала, что Милан для жизни просто топ. И таким образом, благодаря случаю, я развеяла один из основных своих мифов по отношению к итальянским городам и полюбила Милан. И в этом и есть прелесть путешествий, когда ты можешь формировать свою собственную картину мира и делать свои собственные выводы. Поскольку Милан стал отправной точкой всего путешествия, снимала я достаточно мало, потому что я только приехала, все эти перелеты, переезды, это все не очень легко дается, и первые несколько дней ушли на восстановление и на получение новых эмоций. Потому что когда ты только приезжаешь в новое место, тебе хочется посмотреть все и сразу, и совершенно не хочется ходить постоянно с телефоном, что-то снимать, рассказывать. Хочется просто впитывать в себя атмосферу этого места. И это был мой случай. Я пришла в парк, где находится самая длинная лавка в мире. Ну, по крайней мере, так говорит Google Maps. И здесь очень красиво. Я очень завидую людям, которые живут в этих домах. Очень им завидую. Обалдеть, просто обалдеть. Посмотрите, вот здесь вот вход. Я побоялась сюда идти, потому что он очень узкий и очень темный. Я не хочу там кого-нибудь встретить. Вот, и он идет, поднимается на вершину и идет вон. И начало этого входа аж с той стороны. То есть я его только там заметила. Тут еще есть какой-то вход. Ну надо же, вот это придумали. С ума сойти. Эта штука сверху, то есть она вон идет, вон, где мой палец. Вон. И аж вон там заканчивается. Вот. А я залезла на такую огромную горку, чтобы посмотреть на вот это. Ну, чтобы посмотреть на город сверху, потому что это смотровая площадка. И вот здесь район City Life. Вот я сейчас туда пойду глядеть, что там интересного есть. Такие дела, все, пока. Привет. Здесь такой прикольный район. Здесь очень тихо. Очень тихо. Что слышно даже, как поют птички. И я очень завидую людям, которые здесь живут. Очень хотела бы тоже жить в подобном месте. Это еще я, как мне кажется, показала не самое красивое, потому что я просто зашла в проход, где потише, посимпатичнее. А там еще больше красоты есть. Ничего необычного, просто нога из кирпича. Ничего необычного, просто рука из кирпича. Кажется, я в целом начинаю понимать, почему люди хотят жить в Милане и почему всех сюда так тянет. Ну, не просто потому, что здесь есть какие-то возможности для работы и реализации, но просто очень комфортный город.
Вот мне интересно, почему я иногда бываю такой глупой? Я просидела несколько часов. Ну, не просидела, я кое-что делала. Потому что на улице шел дождь, я не могла выйти рано утром и пойти гулять. И вот я вижу, что дождь закончился, а я же еще не посмотрела Миланское Дуомо. Ну, я не зашла вовнутрь, я очень хотела. Я беру билет на 13:30, рассчитывая, что я как раз за полчаса доеду, и у меня еще там будет даже время, если что, найти вход и погулять. В итоге я перед выходом вспоминаю, что у меня мокрые кроссовки со вчерашнего дня, которые я не высушила. Я их просто постирала, немножко посушила, но у меня не хватило на это сил вечером. Поэтому я отложила на утро, а утром я, естественно, об этом забыла. И вот у меня уже есть билет, его нельзя сдать или обменять на другое время. У меня очень мало времени на то, чтобы высушить кроссовки. Я их как бы подсушила, но как бы они немножко все равно мокроватые. Вот такие дела. Каждый раз, когда я захожу в церковь в Италии, я думаю, что ничто больше не переплюнет ее по красоте и величию. И каждый раз находится другая церковь, которая не менее красива, не менее величественна и не менее поражает меня своим внешним видом. Так случилось и с Миланским Дуомо. Я встала в 7:30 утра, чтобы поехать на озеро Кома. Озеро Кома меня, к сожалению, не поразило. И я говорю сейчас конкретно про озеро, а не про город, потому что город оказался одним из самых приятных, по крайней мере для прогулок, из всех городов, в которых я была. Почему меня не поразило озеро? Я думаю, по той причине, что я выбрала не совсем правильное место для того, чтобы насладиться непосредственно озером. Вот здесь на карте видно, что Кома, город Кома, находится как бы в самом начале этого озера, точно так же, как и Лекко. И из этих точек открывается не самый впечатляющий вид на озеро. То есть, если бы я поехала в Белладжо или в Арену, я уверена, что там мне бы понравилось намного больше, потому что панорама была бы намного более величественной, чем в Кома. А в Кома и немножко дальше Кома часть озера достаточно узкая, поэтому нет вот этого вот шикарного вида на огромнейшее озеро. Озеро Кома третье по величине в Италии, оно очень большое. Но именно из этой точки не видно его величия, поэтому я не смогла насладиться сполна этим озером, но я думаю, что я туда, конечно же, еще вернусь, и мне бы вообще хотелось покататься по разным городкам, которые расположены на берегу озера, и заложить на это несколько дней, потому что, конечно, за один день это все посмотреть невозможно. Я очень завидую людям, которые здесь живут. Честно, от всей души. После Милана я поехала в Турин, но оттуда у меня нет ни одного видео, которое я могла бы показать, я имею в виду видео города, потому что у меня там была огромная встреча с моими сокурсниками по итальянскому языку. Это было настолько здорово, что словами передать, конечно, невозможно. Мы получили невероятный заряд эмоций, тепла, любви. 3 дня практически не брали в руки телефоны и просто наслаждались общением друг с другом, общением с людьми, с которыми мы давно были знакомы виртуально, но никогда не виделись в реальной жизни. И для меня это была первая встреча. У некоторых ребят с нашего курса уже были подобные встречи.
был уже подобный опыт, но для меня это было впервые, и я всех этих людей увидела впервые, и я просто не могу передать, насколько это было невероятно. И здесь мне, конечно, хотелось бы подвести к мысли, насколько круто учить иностранные языки. Что это вообще может привнести в жизнь? Это не только про знания, но это еще и про человеческий обмен. Повторяла, повторяю и буду повторять. Учите, ребята, иностранные языки. Это офигенно. Моим следующим направлением стала Генуя. Потрясающий город, в котором я, к сожалению, тоже мало чего сняла, потому что я была под впечатлением, в состоянии легкой эйфории, и я нашу встречу еще несколько дней переваривала, поэтому я совершенно забыла о том, что мне нужно в какие-то моменты доставать телефон и снимать то, что я вижу вокруг. Поэтому про Геную просто скажу, что это очень здоровский и интересный город. Мне там безумно понравилось. Я там довольно-таки устала, потому что город горный, и там бесконечные спуски и подъемы. Нужно быть хорошо физически подготовленным, чтобы хорошо себя чувствовать в этом городе. В любом случае, это был классный опыт. И на этом у меня сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, если да. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока!